большой. Черный дракон творит зло годами. Сегодня ночью вы умрете. Я хочу видеть вашего главаря. Глава Феникса. Если бы не узнал твое прошлое, я бы не поверил. Лучший убийца в мире, глава организации, оказалась хрупкой женщиной. Шеф, вещи найдены. Результат сравнения. Сходство ДНК с Лу Чиндюнем, ключевая улика 99,99%. Чен. Не Сяоэр, Гу Сяоэр. Сяо. 5,5 х 10. 2,8 х 5,5 х 10 х. Ты слишком много знаешь. Когда закроем этот заказ, я тоже отдохну. Раз у меня в стране есть родные, вернусь навестить их. Юй Чэнь, организуй. Я еду домой. Да. Мама. Директор Туань. С тех пор, как дочь похитили торговцы людьми, прошло целых 18 лет. Все эти годы она одна жила в бедности. Ах, все из-за нас. Мы не уберегли Джифу. Трущобы за границей? Говорят, там бедно и опасно. Сестренка, наверное, просила милостыню, чтобы выжить. Одежда, наверное, чужая, никому не нужная, рваные тряпки. Как тяжело. Мы в будущем обязательно все компенсируем сестре. Шеф, это ваша новая личность. Вы выросли в трущобах, терпели нужду, но были стойкой. Чтобы выжить, ночевали на улице, собирали бутылки, но своим трудом поступили в престижный вуз. В школе отличница, вне школы подрабатывала. Добрая, нежная, милая, любит животных, боится крови, любит читать и розовый цвет. Стоп. Не слишком ли это? Шеф, 9 Феникс. Как организация убийц, нажила много врагов. Уже назначена награда 3 миллиарда за вашу голову. Если вы сейчас внезапно вернетесь и ваша личность раскроется, это принесет вам и семье Лу смертельную опасность. Нужно переодеться под образ. Дорогой, не поверишь. Кто-то за 1 миллион купил мою одежду. Они, наверное, моя семья. Шеф, беда! Срочные новости! Сын, ни Сяо, ни Чен, жив. Прошлой ночью сбежал на родину. Он вполне мог увидеть ваше лицо. Ваша личность раскрыта. Подожди. Чего паниковать? Собери ближайших убийц. Отправляйтесь в Нанчин. Всех оставшихся из Черного Дракона истребить до последнего. Доченька, моя дорогая доченька. Мама, наконец, то нашла тебя. Мама. Я папа. Папа. Сестренка, настоящая панька. Привет, братики. Дочка, идем домой с мамой. Пошли. Дома все собрали? Нельзя, чтобы Чиджи это увидела. Все собрали, папа. Можешь на меня положиться. В семье Лу наконец-то появилась по-настоящему добрая, красивая и послушная дочка. Запомни, ни в коем случае не позволяй ей коснуться крови, чтобы не травмировать ее душу. Сестренка, посмотри, как здесь красиво.
Ты же говорил, что все готово. Пап, это чистая случайность. Хорошо, что все обошлось. Мам, что ты делаешь? Шиджи. Ничего, мама немного устала. Давай, садись. Шиджи. Все эти годы ты одна в трущобах? Как ты одна смогла выжить? Так и жила. Пощадите. Я просто встретила около 10 детей, я ничего такого не делала. Плохого. Похоже, ты безнадежен. Убрать его. Есть. Если быть хорошим человеком, быть искренним с людьми, они сами будут уважать меня. Значит, сестра покоряет добродетелью. Дочь в таких условиях даже не могла нормально поесть, а думала, как быть хорошим человеком. Неудивительно, что она выросла такой воспитанной. Старшая сестра такая послушная и наивная. Неужели за границей в трущобах выросла? Приемная дочь семьи Лу Цзиньяо. Послушание сестры непритворное ли? Интересно, настоящая и поддельная дочь сцену противостояния начинают? Обычно семья встает на сторону той, с кем живут каждый день, поддельной дочери против настоящей. Раз ты дома, почему не вышла встретить сестру? Мам, зачем мне? Почему? Разве ты не знаешь свое место? Именно, ты всего лишь приемная дочь. Кто дал тебе смелость так разговаривать с сестрой Джифу? Впредь перед сестрой меньше пафоса. Папа, Отойди. Предупреждаю тебя, отныне, если ты посмеешь обидеть сестру, я, Лу Чэньцзюнь, у меня нет такой дочери. Это не так, как я думала. Подожди. Хватит. Сегодня наша любимая дочь возвращается замечательный день. Не шали, не пугай дочь. мама, она ваша любимая дочь. А я что, нет? Нет. Яо-яо, хватит капризничать. Это вы на меня накричали. Почему это я капризничаю? Шиджи, не обижайся. А это твоя младшая сестра Лу Цзиньяо. Раньше, когда тебя забрали мы, искали безрезультатно. Горевали, поэтому удочерили ее. Вы жемчужины рода Лу. Впредь живите дружно. Я понимаю. Кто с ней будет дружить? Ты. Ну и ребенок. Чжи. Яо-яо сегодня странная. Не принимай близко к сердцу. Это наше упущение, не подготовили ее. Ты пострадала. Сестренка, не обращай на нее внимания. Она такая достала. Мама, папа, брат, вам не нужно объяснять. Я понимаю. Я только что вернулась и отняла вашу любовь. Сестренка недовольна это. Нормально. Глупая девчонка. Все это должно было быть твоим. Мы ее избаловали. Хватит. Давай не будем об этом. Мы покажем тебе комнату. Мама, папа и братья приготовили тебе много подарков. Пошли. Идем. Сестренка, это мы специально для тебя обставили комнату. Сестренка, мы тщательно изучили твой файл. Тебе нравится розовый. Мы все. Еду, вещи, одежду заменили на розовое нравится. Нравится. Сестренка, что случилось? Нет, ничего. Просто я раньше не жила в такой комнате. А ты где жила раньше? Раньше. Организация борется с женоподобными впредь. Кто посмеет использовать такие бабские цвета, отправится в Сибирь картошку сажать. Сестренка, не нравится? Нет, совсем нет. Просто немного непривычно. Сестренка раньше так страдала, что от счастья лишилась дара речи. Это мы, родители, виноваты. Теперь здесь твой дом.
Надо было при создании фальшивой личности поскромнее быть. Яо-Яо, твои сегодняшние действия не похожи на тебя. Ты же обещала нам относиться к Джиджи как к родной сестре. Разве нет? Не волнуйтесь, мамы пап. Она ваша родная дочь. Я, конечно, не стану ей вредить. Но в семье кто-то должен быть плохим, а кто-то добрым. Сестра только вернулась. Ей не хватает уверенности. Я буду ее доставать, а вы защищать. Так только подчеркнется ваша доброта. Тогда она быстрее к вам привяжется. А еще это даст ей чувство опасности. Пусть не думает, что раз вернулась, то все пойдет гладко. У нее характер слишком мягкий. В семье Лу с таким не выжить. Ее характер как раз нормальный. У нас в семье Лу такой редкость. Человека поймали? Пока нет. Скажи киллерам, если не поймают, пусть убираются из Цюхуанхуэй. Лучшая в мире организация убийц. А я позорюсь. Понял. Шеф, не злитесь. У меня хорошие новости. Ваш помолвочный партнер вернулся в страну прошлой ночью. Как только слух о вашем возвращении в семью Лу разнесся... Это хорошая новость. Да, шеф. Вы же никогда не были в отношениях, всегда хотели любви. Вот вам и шанс. У этого Пэй Цзиньвана чистая биография, говорят, только слегка разгильдяй. Слегка? Ладно, не слегка. Очень. Если тебе правда нечем заняться, и ты будешь нести эту чушь, то вали в Сибирь картошку копать. Сестра, Шеф, в семье Лу вам нужно остерегаться одного человека. Вашего третьего дяди. Лу Бошаня. сестра. К нам пришел важный гость. Просит тебя. Важный гость? Кто? Наш третий дядя, Лу Башань. Сань Шугун, почему вы сегодня решили зайти? Сделать визит. И не предупредили заранее родителей и брата, нет дома старый хрыч. Специально разузнал и пришел в это время, да? Хорошо, что родители были предусмотрительны, оставили меня дома. Иначе сестре пришлось бы встречать его одной. Старшая внучатая племянница только вернулась в семью Луя, как старший. Даже если очень занят, должен прийти и подарить подарок. Не так ли? Здравствуйте, Сань Шугун. Ай, хорошая девочка, что стоишь? Иди садись рядом с дядюшкой. Стой. Старших надо уважать, Сань Шугун, просто из вежливости. Пригласил тебя сесть рядом. А ты, правду осмелилась? Быстро иди ко мне. Сань Шугун, извините, пожалуйста, моя сестра. Все-таки выросла на стороне. Не знает правил. Ладно, передо мной не нужно соблюдать. Столько церемоний, садись где хочешь. Чичи, Сань Шугун специально для тебя приготовил подарок. Теперь мы одна семья. Надо чаще общаться. Спасибо, Сань Шугун. Такой большой подарок, наверное, очень дорогой. Сестра, может, откроешь и посмотришь? Эй, погоди. Лучше открой потом в комнате. Сохраним элемент неожиданности. Тетя Джао, помоги старшей барышне отнести подарок наверх и положить. Хорошо, вторая барышня. Ну вот, повидались. Подарок вручил. На сегодня хватит. У меня еще дела. Чиджи, девочка моя, не хочешь проводить Сань Шугуна? Сань Шугун, она не знает правил. Лучше я провожу. Я вдруг вспомнил. В багажнике есть одна вещь, которая особенно подходит Джиджи. Джиджи, не хочешь с Сань Шугуном сходить? Я схожу и принесу. Тоже подойдет. Что? Сань Шугун боится, что я украду ее подарок? Раз так, тогда пошли.
Так и знала, что он пришел за мной. Точно на меня нацелено. Кто-то есть. Неужели придется показать силу? Простите, госпожа. Только что у вас за спиной было что-то нечистое. Я убрал. Чуть не задел вас, госпожа. Ладно. Ничего. Довольно интересно. Интересно. Дворецкий обладает такими навыками? Вот именно интересно. А? Дядя Джоу. Тот звук. Что это был за звук? Вам, наверное, показалось, госпожа. Вторая госпожа вернулась. Где подарок от третьего дядюшки? Этот старик сказал, что ошибся. Из-за него я зря съездила. Тебе нечего делать, не шляйся без дела. Иди в свою комнату и сиди там. Следы вскрытия. Стало намного легче. Это просто обычный браслет. Похоже, содержимое уже убрали. Чжиджи, третий дядюшка специально приготовил тебе подарок. Похоже, этот старик действительно что-то скрывает. Сегодня 3 плана ни один не сработал. И потерял 2 человек. Главная семья получила компромат. Эта девчонка Лу Цзиньяо действительно меня удивила. Раз за разом рушит мои планы. Шеф, Что теперь делать? Ничего страшного. Это была всего лишь разведка. Я уже подтвердил свои догадки. Схватить эту Лу Джифу и заставить семью Лу подчиниться. У меня полная уверенность. Сообщите в зал Белого Тигра и главе общества Красной Птицы. Как только подтвердится, что личность Лу Джифу вызывает подозрения, сегодняшний банкет, по признанию родства, станет днем ее смерти. Конец. Господа, добро пожаловать в Зеркальный дворец. Зеркальный дворец – частная собственность семьи Лу. Надеюсь, сегодня вечером вы отлично проведете время в Зеркальном дворце. Дядюшка Джоу любит кресло из палисандра. Принесите одно кресло. Господин Джан. У этой Лу Цзиньяо действительно выдающаяся осанка. Не говоря уже о той, кого вернули, я считаю, даже самая богатая наследница вряд ли сравнится с ней. Ты не понимаешь. По сравнению с моей будущей женой, ей немного не хватает. Яо-Яо, твоя старшая сестра разве не сегодня главная героиня? Почему она еще не пришла? Когда она придет, пусть она хорошенько увидит твой размах. Некоторые вещи, даже если она вернется, не отнять. говорят, она выросла в трущобах. В общем, то она всего лишь неотесанная деревенщина. Разве она может сравниться с Яо-Яо, такой благородной и красивой? Вот именно. Как она выглядит? Вы скоро увидите. Так долго не идет? Что? Неужели не осмелилась прийти? Как это невоспитанно. Наше время очень ценно. Может, не ждать? Давайте начнем прямо сейчас. Господа и дамы, не волнуйтесь. Госпожа Лу Джифу уже прибыла. Она выглядит такой послушной. А она? Вовсе нет. Конец. Не может быть. Неужели это старшая дочь семьи Лу? Та, что вышла из трущоб? Неужели семья Лу, чтобы защитить настоящую кровь, отправила ее куда-то тайно воспитывать? Иначе разве можно воспитать дочь с такой статью? Чжиджи моя дочь, не зря. Очень красивая. Верно. Внешность сестры. Сразу видно, что наша порода. Тогда спасибо сестре Яо, что одолжила мне свою команду стилистов. Я просто не хочу, чтобы ты опозорила семью Лу. До банкета еще есть время, Чичи. Располагайся пока.
Мы пойдем поприветствуем гостей. М, Красотка. Девушка, ты из какой семьи? Почему я тебя раньше не видел? Извините, я вас не знаю. Не притворяйся, никто не может устоять перед моим неотразимым обаянием в этот самый момент. Ты уже точно, сильно влюбилась в меня. Извините. Возможно, вы меня с кем-то спутали. Стой. Я к тебе пришел, Луджифу, на самом деле я. Я от госпожи Лудзинь, я у вас в качестве жигала наняла. Что, не веришь? Если не веришь, можешь попробовать лично оценить. Эй, Красивые. Все такие жестокие. Все? Ты сказал. Кто еще? Конечно же, знаменитая госпожа Лудзинь Яо. И я тебе скажу, я видел, как она убивала. Очень жестокими методами. Очень страшно. Правда? И она попросила тебя. А ты посмел согласиться? Она заплатила слишком много. Я не мог отказаться. Но ты ни в коем случае не говори ей. А то она придет и убьет меня. Жигала. Смог пригласить самого господина Пэя быть жигала. Это действительно моя честь. Все, Он и есть тот самый старший господин Пэй. верно. Он тот самый из южного города, первый гуляка. Старший господин Пэй вернулся ночью. Явился без приглашения. Проник в дом семьи Лу на банкет признания родства. Это зачем? Тайком. Вторая госпожа Лу, ты говоришь слишком некрасиво. Я жених твоей сестры. Я пришел увидеть свою будущую жену. Открыто и честно, разве это тайком? Ну, ты увидел? Как впечатление? Очень-очень доволен. С первого взгляда на нее. Я уже влюбился. Перечислить твои славные подвиги, да? В 13 лет ссать на табличке предков. В 15 продавать семейные секреты за деньги. В 18 устроил 10 аварий на суперкарах. В 19 привел даосского монаха проводить ритуал в корпорации Пэй. В 20 семья Пэй не выдержала и отправила тебя за границу. Вот такой ты, супер, гуляка. И хочешь быть парой для моей сестры? Лудзинь Яо. Это просто жаба захотела лебедя. Яо, не говори глупостей. Господин Пэй, банкет скоро начнется. Вопрос помолвки обсудим в другой раз. Хорошо? Тоже хорошо. В любом случае, у меня с Чжиджи есть помолвка. Не тороплюсь. Пока. Какая же надоедливая жаба. час настал. Добро пожаловать в Зеркальный дворец. На банкет в честь приема моей дочери Джифу. Начинаем. Погодите. Разве это не Лубашань из клана Лу? И почему он привел главу Белого Тигра и главу Красного Феникса? Третий дедушка, почему ты не предупредил, что придешь? Еще и привел гостей. Дело срочное. Некогда было предупреждать. Что за срочность? Касается клана Лу. Вопрос жизни и смерти. Разве это не срочно? Вопрос жизни и смерти. Третий дедушка, что вы имеете в виду? Из-за нее. Лу Джифу. Она погубит клан Лу. Чушь. Мы только что привели Джиджи домой. Она послушная и понимающая. Дядя, с какой стати вы мелите вздор? Третий дедушка. Чжиджи по натуре скромная. Я ни за что не позволю никому ее клеветать. Включая посторонних с фамилией Лу, верно? Старый хрыч. Я давно тебя терплю. Обычно ты еще наглел. Но если тронешь мою сестру, я с тобой разберусь. Послушная, скромная, наивная. Вы правда думаете, что она выглядит такой безобидной, как кажется? Смотрите. Это запись с дня разгрома Черного Дракона. Та самая Пай, девочка, лучше Жифу. Она. И есть
глава сильнейшей в мире организации убийц. Цзюхуан. Моя личность — абсолютная тайна. Этот старый лис. Как узнал? Как такое возможно? Я не знаю, о чем говорит дядюшка. Джиджи, послушай. Мама и папа здесь. И мы тоже. Чиджи, не волнуйся. Сегодня вечером мы здесь. Никто тебя не тронет. Дядюшка, говорите по фактам. Вы ослепли? Моя сестра такая. Как она может быть главой организации убийц? Никак не ожидал, что знаменитый глава 9 фениксов не только умеет убивать, но и актерское мастерство высший класс. Дядюшка, сегодня вечером у Чиджи банкет в честь признания. Я приветствую тех, кто пришел поздравить, родных и друзей, но не непрошенных гостей. Если ты посмеешь устроить скандал, я тебя не пощажу. Чен Цзюнь, разве ты не видишь? Я все делаю для семьи Лу, для твоего же блага. Ты понимаешь, насколько это серьезно? Глава первой в мире организации убийц, у нее полно врагов, кто-то даже назначил награду в 3 миллиарда за ее голову. Как только ее признают сегодня, семья Лу будет связана с 9 фениксами. И мы станем врагами бесчисленных могущественных сил. Для семьи Лу это будет катастрофа. Я, как член семьи Лу, не могу оставаться в стороне. Дядюшка, сейчас такие развитые технологии. Вы только по одной фотографии заключаете, что сестра глава 9 фениксов. Это просто нелепо. Верно. Конечно, невозможно по одной фотографии обвинять главу 9 фениксов. Приведите его. Есть. Твой выход. А можно я не пойду? Ты мужчина или нет? Чего ты боишься? Ах, ты ничего не понимаешь. Ты не видел луч Жифу, ее такого вида. Она слишком страшная. Нет, я не пойду. Эй, отпусти меня! Теперь, когда дело дошло до этого, поздно отступать. Не волнуйся. Глава уже объединил 30. Группировок, враждебных обществу 9 фениксов. Как бы ни было сильно общество 9 фениксов, у него нет корней в южном городе. Луч Жифу одна. Это лучший шанс. Разве ты не хочешь отомстить за своего отца? Эх. К тому же за голову Лу Шифу назначена награда в 3 миллиарда. Тот, кто ее убьет, получит и славу, и деньги. Тебя. Это не привлекает? Ладно, но... Вы должны гарантировать мою безопасность. Когда она умрет, ты и будешь в безопасности. Точно. Пока она жива, безопасности не будет никогда. Да. Расходимся. Вперед. Почему глава не берет трубку? Из южного города пришло известие. Мы не могли найти Ничена, потому что его прятали. Сейчас Ничен направляется к Зеркальному дворцу. Быстро! Прикажи нашим в южном городе любой ценой перехватить не Чена. Есть. Боже, храни. Глава, только с тобой ничего не случись. Кого ты хочешь привести? Что ты задумал? В ночь разгрома общества Черного Дракона, глава общества Черного Дракона, сын Нисяо, Не Чен, увидел истинное лицо главы общества 9 фениксов. Да, он даже сделал снимок. Но это не фото, а видео. Так что, когда он придет, откроем видео, сравним внешность, голос и посмотрим, совпадает ли это с нашей госпожой. Тогда все и выяснится, не так ли? Лу Башань выглядит очень уверенным. Неужели то, что он говорит, правда? С такого расстояния убить его, расплюнуть. Но если раскроет семье, Лу будут проблемы. Хозяин? Церемония признания почему еще не началась? Давайте скорее, пропустим благоприятный час. Мам. Да, нельзя заставлять нашу дочь ждать.
Вы понимаете, что вы делаете? Если признаем ее, семья Лу не сможет избежать ответственности. А если не признаем, разве семья Лу избежит ее, Лу Байшань? Ты ведь всегда хотел власть над семьей Лу, не так ли? Шиджи, моя дочь, даже если весь мир против нее, пусть даже на кону вся семья Лу, мы выдержим. Верно. Ты роешь себе могилу. Я, Лу Чэньцзюнь, Я, Шэнь Цинлань, добровольно восстанавливаем и исполняем родительские обязанности по воспитанию и заботе, любить дочь Лу Чифу всю жизнь, никогда не жалеть. Лу Чэньцзюнь, ты поступаешь так, губишь семью Лу? Ну и что? Я глава семьи Лу, мое слово закон. Лу Байшань. Сегодняшний день, в будущем ты обязательно пожалеешь. Вино. Дочь, добро пожаловать домой. с возвращением домой. Сестренка, добро пожаловать домой. Старшая сестра? Добро пожаловать домой. Папа, мама, не волнуйтесь. Со мной все будет в порядке. Дядюшка, я спрошу вас еще раз. Вы уверены, что я глава 9 фениксов? Ты ставишь на то, что ни Чен не придет? Давай проверим. Дядюшка, независимо от того, выиграю я или проиграю, те, кто обидел 9 фениксов, как вы думаете, какова будет их участь? Это он. Плохо. Мы попали. Впереди уже зеркальный дворец. Выходите. Уцелевшие из общества Черного Дракона. Мы вас давно ждем. Нельзя пускать их внутрь. Шеф, это банда Белого Тигра. И люди из общества Красной Птицы. Сговорились с Лу Башанем ради босса, нельзя пускать их внутрь. Есть. Чего стоите? Быстро заходите. А, да. Быстро уходим. Ага, да, да. Плохо. Я не проиграю. Все твои пути отхода я перекрыл. Смотри по времени. Должны скоро быть. Лу. Унесите. Что случилось? Ничего. Случайно разбил красное вино.
Эй, ваши люди, похоже, не придут. Не тратьте время. Как это возможно? Где люди? Почему не идут? Кризис миновал. Отходим. Что происходит? Третий дядюшка. Ты только с одной фотографией хочешь заставить сестру подчиниться? Заставить семью Лу подчиниться? Ты что, слишком наивен? Сестра, она наивная и добрая. Тем более с организацией убийц никак не связана. Твои действия не только оскорбят настоящего главу 9 Фениксов, но и сделают мою семью Лу посмешищем всего Южного города. Наивная и добрая. Третий дядюшка. Джифу только вернулась в семью Лу. Если чем-то вызвало недовольство третьего дядюшки, Джифу просит у вас прощения. Чи-чи, ты же ничего не сделала не так. Зачем извиняться? Лубашань, ты нас подвел. Верно. Мы же поверили твоей чепухе. У тебя вообще нет доказательств. И еще хотел втянуть нас. Глава семьи Лу. Сегодняшнее дело все из-за того, что нас обманул этот подлец. Если чем-то провинились, просим прощения. Мы сегодня были опрометчивы. В другой день придем с извинениями. Прощайте. Третий дядя. Сегодняшнее дело я так не оставлю. Проводите гостя. Дядя, прошу. Ладно. Наконец-то смутьяны ушли. Атмосферу испортил этот вонючий старик. Господа, я предлагаю, чтобы разрядить обстановку, давайте потанцуем. Как вам? Хорошо, хорошо. Тогда я первый. Будущая невестка. Не хотите ли потанцевать со мной? Ты такая добрая и наивная, не откажешь мне. На теле господина Пэя. Почему запах крови? О, госпожа Лу, вам показалось. Танцы госпожи Лу. Не похоже, что вы жили в трущобах. Я сама научилась. Отлично получилось. Эти двое такие милые. Мне кажется, они подходят друг другу. Какая подходит? Он вообще не достоин моей сестры. Я ни за что не позволю сестре выйти замуж за такого повесу. Сегодня ночью было слишком опасно. Не знаю, что на того старика вдруг нашло. Ваш прадедушка передал мне пост правителя. Лу Байшань все это время затаил обиду. Он хочет уничтожить семью Лу. Это уже не секрет. Но он сегодня вел себя слишком самоуверенно. Как будто он и правда считает, что сестра, глава 9 Фениксов, старший брат. Как такое возможно? Ведь это лучшая в мире организация убийц. А сестра — хрупкая, слабая девушка. Как она может быть таким страшным существом? Да, даже если и подозревать, не смеешь думать в этом направлении. Мне все равно. В любом случае, сестра самая послушная девушка на свете. В любом случае, не распространяйтесь. Вы в эти дни ведите себя скромно. А где ваша сестра? Кажется, она вышла. Но куда? Неизвестно. Один за другим никто не дает мне покоя. Босс, это я виноват. Не смог остановить Ничана. Прошу наказать меня. Ты же сторожил Цзю Хуанхуэй, знаменитый убийца Таоте. И ты позволил уйти какой-то мелкой рыбе? Чуть не наделал беды. Скажи-ка, как мне тебя наказать? Я готов принять смерть. Шеф, Смерть? Какой в этом толк? Мы только вошли в Южный город. В будущем ты должен стать хозяином Южного города.
Если еще раз случится такое, умрешь не только ты, но и твои товарищи. Понятно? Да, понял. Готов за тебя в огонь и в воду. Хоть на смерть. Ладно, вытри слезы. Если будешь таким нюней, я отправлю тебя в Сибирь картошку копать. Да. Кстати, шеф, раз Ничен уже вошел в зеркальный дворец, почему он вдруг бесследно исчез? Не исчез. Просто кто-то вмешался. Раз уж на глазах у всех, перед тобой, шеф, так бесшумно устранить Ничена. Мне тоже интересно, он это или нет. Проверь кое-кого для меня. Да. Все обработано. Никто не узнает. Ничен был в Цзингун. Хорошо. Что? Сегодня вечером в Цзингун еще не насмотрелся, вернулся и все еще обнимаешь чужое. Видео смотришь без конца. Как ты думаешь, почему она такая привлекательная? Ну да, она привлекательная. Ради нее ты не побоялся бросить Ися и поспешить на родину. И заранее все спланировал. Цзингун всех официантов заменил на наших людей. Столько хлопот, только чтобы помочь Луджифу, моей будущей жене. Разве это странно, что я помогаю ей? Странно, очень странно. У тебя столько девушек, которые за тобой бегают. Я никогда не видел, чтобы ты с девушкой, которую впервые увидел, так. Мы не впервые встречаемся. Прыгай, я поймаю тебя. Я боюсь. Как баба. Ты мужик или нет? Прыгай. Когда я вырасту, я буду защищать тебя. С тех пор, как ее похитили, я постоянно искал о ней вести, пока не нашел след за границей. В то время она была маленькой, ее часто обижали. Чтобы защитить ее, я создал организацию убийц Есяо. Позже, благодаря своим усилиям, она основала Цзюхуанхуэй, получила средства самозащиты. А потом Цзюхуанхуэй стала наравне с Есяо крупнейшей организацией убийц в мире. Вырастил себе самого сильного противника. Мне стало любопытно. Скажи, если мы, Есяо и Цзюхуанхуэй, схлестнемся, кто же сильнее? Итак, в Хэйлунхуэй те данные о ее происхождении тоже были твоей задумкой. Всю жизнь она слишком много страдала. Я хочу, чтобы она вернулась к своей семье и нашла свое счастье. Но не ожидал, что внутренняя борьба в клане Лу настолько серьезна. Но это не важно. Я устраню все препятствия на пути к ее счастью. Кто бы это ни был. Конец. Шиджи, ты встала? Умылась, иди завтракать. Спасибо, мама. Шиджи, как тебе тот парень из семьи Пэй? Что думаешь? Он сказал, что не любит сестренку Яо-Яо. Говорит, она слишком грубая. Еще сказал, что своими глазами видел, как сестра убивала. Сестренка, это правда? Клевета. Никогда бы не подумала, что он так меня оклевещет. Сестра, не верь ему ни в коем случае. Может, за эти 3 года он сидел в психушке. Его словам нельзя верить. Шиджи, мы хотели спросить тебя, ваша помолвка скоро. Мы с папой хотим узнать, хочешь ли ты за него замуж. Можно выйти. Сюрприз. От одного взгляда на тебя тошнит. Ой. Старик, не хмурься, а то стошнит. Неужели ты не рад меня видеть? Да ладно. Ты что, мой отчим?
Пошли, сделаем ДНК-тест. Пошли. Паршивец, кожа чешется? Я вернулся, чтобы помочь тебе осуществить мечту о внуках. Ты? Какая девушка согласится рожать от тебя? Эй, пора исполнить помолвку с семьей Лу. Но не с Лу Цзиньяо, а со старшей дочерью Лу. Ты серьезно? Конечно. Она только вернулась, а ты уже на нее глаз положил. Приглянулась нельзя. Ну давай, какая она? Та настоящая старшая дочь Лу. Рассказывай. Ой, дай, разберусь. Ну говори же. Спокойная. Спокойная. Все. Старшая госпожа, здесь опасно. Младшая госпожа велела вам сначала вернуться в комнату. Что случилось? К нам пришли гости. Младшая госпожа просит вас пока удалиться. Что за гость? Ей можно, а мне нет. Вы, конечно, можете, но этот человек опасен. Это ради вашей безопасности. Опасен. Раз опасен, зачем его пускают в дом Лу? Он тоже из семьи Лу, имеет право свободно входить и выходить, даже если господин и госпожа здесь не могут силой его остановить. Ай, старшая госпожа, младшая госпожа и гость обсуждают дела, вам лучше пока не входить. Я старшая госпожа дома Лу, они обсуждают дела, разве меня не стоит взять с собой? Ты зачем пришла? Я тоже часть семьи Лу. Хочу присоединиться к вам. Сестренка, не представишь меня этому гостю? Я не гость вашего дома Лу. Все пропало. Не гость. А кто же? Меня зовут Линь Джаньюй. Вся ваша семья Лу зовет меня Линь Лао. Линь Лао. Так ты из семьи Линь. Тогда точно не из семьи Лу. Сестра говорит напрямую. Вы уж не обижайтесь. Разве я стану обижаться на младшую? Но ты, старшая госпожа, раз уж вошла в семью Лу, должна выучить правила. Например, в следующий раз не забудь доложить. Ну тогда потом и поговорим. О чем вы говорили? Продолжайте. Иди гуляй. То, о чем мы будем говорить, ты не поймешь. В следующий раз возьму. Я даже не послушала. Откуда ты знаешь, что не пойму? Старшая госпожа Лу, она прямая кровь семьи Лу. Она имеет больше прав знать, чем ты. Неужели боишься, что она отнимет твою власть? У каждой из госпож свои обязанности. Господин и госпожа. Сами все устроят. Это дело. Не стоит волновать Линь Лао. Мне и не нужно волноваться. Я просто так сказал. Чжоушу, разве ты не дворецкий? Почему ты здесь? Дворецкий? Он не простой дворецкий. Ваша семья Лу. Неужели скрываете это от старшей госпожи? Не дворецкий. А кто же? Он, как и я, член совета старейшин семьи Лу. Линь Лао, вы сегодня слишком много говорите. Много болтать, надоедать. Ладно. Пойдем. Куда? По делам. Раз уж старшая госпожа здесь, пойдем с нами. Нет. Родители не разрешают сестре выходить. Да ладно. Она не пленница? Нельзя даже выйти. Ну ладно. Но, сестра, ради твоей безопасности, не отходи от меня ни на шаг. Это поместье Лу. Место, где судят предателей. Вторая госпожа подозревает, что в прошлый раз в Зеркальном дворце инцидент со старшей госпожой был подстроен предателем из компании. Сестра только что вернулась, а ты уже привел ее сюда. Разве это уместно? Рано или поздно ей придется к этому привыкнуть. Пусть адаптируется заранее. Как вы считаете, старшая госпожа? Без проблем. Мне тоже интересно. Чем вы тут занимаетесь? Почему от меня скрываете? Ну, мы пошли.
Господин Линь, пора бы заняться уборкой. Здесь воняет. Даже пытать не надо. Вторая госпожа редко бывает здесь, поэтому ей непривычно. Посмотри на нас, управляющий Джоу. Даже бровью не ведет. Господин Линь, я считаю, что это дело можно поручить дяде Джоу. Разве нет? И нам не обязательно было заходить. Раз уж пришли, не уходить же сразу. Верно. Лучше послушаем, что он скажет. Может, будет неожиданный сюрприз. Утечка корпоративных секретов. Мы провели расследование, задержали этих троих. Эти двое. Шпионы от конкурентов. А он предатель. Тишина. Что удалось выяснить? Упертый молчит. Однако, я обнаружил кое-что интересное. Господин Линь, в такой момент не стоит тянуть кота за хвост. Тогда давайте послушаем, что он скажет. Это она, я видел ее. На территории партии «Черный союз» в стране М. Видел ее. Подождите. Чушь. Как ты мог ее видеть? Нашу старшую госпожу Лу. Даже если тебе сказочно повезло и столкнулся с ней, это было в стране F, не могло быть в стране М. Я абсолютно уверен. Я точно ее видел. Ты хочешь сказать, что госпожа появилась на территории Хэйхэдан, и ты ее там застал? Как она там оказалась? Я тоже не знаю. Но я видел, что люди вели себя с ней очень почтительно. Чувствуется, что она непростая. Похоже, Лу Башань был прав. Госпожа, вы слышали ее слова? Похоже, этот Линь Джэньюй заодно с Лу Бошанем нанял кого-то сыграть спектакль. Специально, чтобы обмануть меня. Старший Линь? Слова предателя. Как вы можете так легко им верить? К тому же, мы вошли одновременно. Он не думает, как выбраться, а сразу начал на меня клеветать. Ваши слова больше похожи на наводку. Неужели это ваши люди? Специально подстроены? Госпожа, вы не правы. Вы хотите сказать, что я связался с посторонними, чтобы вас оклеветать? Но это ничего страшного. Если у госпожи есть подобный статус, то для семьи Лу это будет только плюсом. Незачем это скрывать. Старший Линь, вы так старались, чтобы позвать нас сюда, неужели только для того, чтобы слушать этого предателя? Его бред — это не похоже на вас, ваш стиль. Ну, это же касается госпожи. Я должен отнестись с особым вниманием. Тогда я как следует допрошу, действительно ли это правда. Или же он действует по чьей-то указке, чтобы оклеветать госпожу. Никто не может лгать под моими методами. Дядя Джоу, допроси как следует. Я не хочу, чтобы какие-то ничтожества выскакивали и клеветали на мою сестру. Плохи дела. Сюда ворвались убийцы. Этот старик уже не выдержал и решил действовать. Что случилось? Сюда. Выведите двух госпож наружу. За мной. Вторая госпожа, вы в порядке? Все в порядке. Пустяк. Дядя Джоу, брать живьем. Понял. Ты в порядке? Ты же меня всегда терпеть не могла. Почему спасла? Не твое дело. Просто запомни, семья Лу не такая безопасная, как ты думаешь. Береги себя. Говори. Кто вы такие? Кто вас послал? Вторая госпожа, слышал, вы ранены? Где ранили? Как вы? Я в порядке. На моей территории произошло такое. Я обязательно дам вам объяснение. Господин Линь, что вы делаете? Осмелился ранить двух госпож. Он сам виноват. Будьте спокойны. Это дело я обязательно докопаюсь до сути.
Всех причастных я не оставлю безнаказанными. Вторая госпожа. Такое объяснение. Вас устраивает? Сегодняшнее дело я запомнила. Какие слова? Оставьте для моих родителей. Лу Цзиньяо взяла на себя пулю ради старшей госпожи. Видимо, Лу Байшань снова просчитался. Рассорить двух сестер. Не так-то просто. Стой. Что за выражение лица? Я ведь еще не умерла. Ладно, Яо-Яо. Старшая сестра тоже за тебя волнуется. Она, наверное, тоже сильно испугалась. Хватит на нее кричать. Это я виновата. Это из-за меня младшая сестра пострадала. Ты тут ни при чем. Младшая сестра сама вызвалась тебя спасать, потому что ты ей не безразлична. Кому она нужна? Просто боялась, что она умрет, и эти двое милашек добьются своего. Яо-Яо, как ты разговариваешь со старшей сестрой? Я же пострадавшая вообще-то. Ладно. Вечером мы обязательно тебя отблагодарим. Чижи, ты испугалась? Может, вернешься в комнату отдохнуть? Мы присмотрим за Яо-Яо. Хорошо. Помоги мне найти все о Лу Байшане и Лин Чжэнь Юе, особенно их теневой бизнес. Чем подробнее, тем лучше. Я хочу собрать на них весь компромат. Ты и братья после того, как внедритесь в Нанчен, действуйте осторожно. Не дайте семье Лу и врагам заподозрить. Понял, босс. Проклятый Линь Шэньюй. Как он посмел при младшей сестре раскрыть эти вещи? И еще использовать бизнес семьи Лу для своих махинаций. В этот раз он у меня шкуру свою оставит. Мы слишком долго их баловали, поэтому они постоянно нападают на сестру. Надо как следует их проучить. Эх, Только вот неизвестно, сколько Джиджи увидела и услышала. Верно. Больше всего я боюсь, что Чиджи окажется втянута в этот водоворот. Она такая хрупкая. Она не заслужила всего этого. Госпожа, Что случилось с дядей Джоу сегодня? на самом деле после вчерашнего у меня есть один вопрос. Я хотел спросить вас, госпожа. Вчера, госпожа, почему вы рисковали жизнью, чтобы защитить старшую госпожу? Поймите, чуть-чуть оплошности, и вы могли погибнуть. Я вывела ее. Даже если я сообщила родителям, я все равно несу ответственность. Если уж кому-то суждено пострадать или умереть, то, возможно, они предпочли бы, чтобы это была я. Если они захотят, я стану для семьи Лу самым острым ножом. Госпожа, вы... Хватит. Не нужно больше говорить. Обсуждать это уже бессмысленно. Сейчас самое важное, как выкорчевать тех двух милых шпионов, которых подослали к нам. Понял. Госпожа, молодой господин Пэй пришел. Говорит, что слышал, вы ранены. Специально пришел навестить вас. Он пришел меня навестить? Невиданное дело. Волк в овечьей шкуре. Определенно не с добрыми намерениями. Так, принимать или нет? Не принимать. Госпожа, молодой господин Пэй ни за что не уходит. Говорит, если вы не примете его, он пойдет просить встречи со старшей госпожой. В любом случае, он не может уйти сегодня с пустыми руками. Старшая сестра знает об этом. Еще не успела сообщить старшей госпоже. Тогда не беспокой ее. Пусть войдет. Посмотрим, что он задумал. Да. Привет. Давно не виделись. Ого! Сам великий господин Пэй пожаловал. С какой целью? Я принес тебе кое-что хорошее. Ой. Открой и посмотри. Тебе обязательно понравится. Неужели просто подарок? Говори прямо. Зачем ты сегодня пришел в дом Лу? Старшая госпожа Лу дома.
Так и знал, что ты к сестре. Нет. Тетя Джао, проводи гостя. Не надо. Я только взгляну. Я ничего не сделаю. Молодой господин Пэй, прошу. Это подарок. Это Линь Шэньюй. Доказательство его связи с бандой Хэйхэ. Как он это раздобыл? Дядя Джоу. Что? Прокололись и сразу ко мне. Всегда так. Когда все раскрылось, вспоминайте обо мне. Эти идиоты из черной партии хвалились, что никогда не промахиваются. Хорошо, у меня был запасной план. Я же говорил, Лу Цзияо непростая. Вся их семья бережет Лу Цзифу, как зеницу ока. Это их единственное слабое место. После этого осталось только порвать отношения окончательно. Слышал, они собрались. Ищут способы расквитаться с нами. Ты, похоже, ждешь этого. Ну, конечно. Мы столько времени вели подковерные игры. Осталось только сойтись в открытую. Если тянуть дальше, когда дети Лоу Чен с Зюня наберутся сил, у нас совсем не будет шансов. А где домашние? Госпожа, хозяин и госпожа уехали расследовать вчерашнее нападение на вас и младшую госпожу. 3 молодых хозяина тоже отправились помогать. Они все ушли. 3 молодых хозяина тоже пошли помогать. А где сестра? После того, как приходил старший сын семьи Пэй, она ушла с управляющим Джоу. Она ведь только вчера пострадала. Почему не остановили ее? У младшей госпожи всегда свое мнение. Ее не переубедить. Пэй Цзиньван. Зачем он приходил? Говорил навестить младшую госпожу. Ах да, еще принес подарок. Папа, мама и брат. Ушли в одно время? Почти один за другим. Значит, они узнали о чем-то важном. И пришлось разбираться лично. И разошлись в разные места. Плохо. Это ловушка. Младшая госпожа, она взяла с собой 10 телохранителей. Ничего не случится. Если кто-то действительно задумал козни, 10 телохранителей мало. Я не могу ее остановить. Младшая госпожа сказала, что место, куда пошел управляющий Джоу, гораздо опаснее. Она просто поехала в здание Синьян за документами. Ладно, я поняла. Старшая беда. Твою сестру похитили. Скинь мне координаты. Теперь моя очередь идти и поймать непослушную сестру и вернуть ее. Старшая госпожа, вы. Что вы? Если что, я отвечаю. Вы схватили меня уже 20 минут назад, и это все, на что вы способны. Трусы, прячущиеся по углам. Если посмеете, убейте меня. Или я заставлю вас заплатить сторицей. Как? Как вы так быстро поняли, что за всем стоим мы? Она очень умна. Если бы она не была ранена, у нас бы ничего не вышло. Чтобы поймать ее, мы понесли огромные потери. Наше убежище было таким скрытным, никакой утечки информации не было. Почему нас засекли? Ну, раз так. Бесполезно переживать. Лучше подумать, как исправить допрос. Как следует. Посмотрим, что можно из нее вытянуть. Эта девчонка упрямая. Даже после таких побоев не сдается. Я думаю, ее лучше. Чтобы не было лишних проблем. В семье Лу обязательно начнется хаос. У семьи Лу есть 2-3 часа, чтобы вернуться. Применим еще методы. Если никак не разговорить ее, тогда... Внучатая племянница. Когда нужно уступить, уступай. Я видел, как ты росла. Мне тоже больно смотреть, как ты страдаешь. Если уступишь, может, я отпущу тебя. Старый хрыч. Много болтаешь.
Ты долго не продержишься и умрешь в этом глухом месте. Только порадуешь Лу. Джифу, она станет единственной госпожой в семье Лу. Скажи, если она узнает, что я избавлюсь от тебя, будет ли она мне благодарна до слез? Имущество семьи Лу, кроме того, что твои 3 брата разделят между собой. Останется только Лу Джифу. Ты всегда чужая. Еще хочешь что-то? Урвать они обязательно будут лично воспитывать свою родную дочь, чтобы она шаг за шагом заменила тебя. Тогда твоя ценность исчезнет, тебя просто выбросят. Понимаешь? Подумай о своем положении. Разве не лучше сотрудничать с нами? Вадрайгдова, тогда втроем разделим корпорацию Лу. Больше не придется жить в зависимости. Если будешь упорствовать, в конце концов потеряешь жизнь. Тогда у тебя ничего не останется. Может, еще раз подумаешь, стоит ли семья Лу того, чтобы ты так за них отдавал жизнь? Ты правда готова разделить со мной корпорацию Лу? А не убить после того, как я сделаю дело? Конечно. Сотрудничество с корпорацией Лу, сколько из них ты, Лу Цзиньяо, добилась. Ты участвовала в управлении. Без твоей помощи, даже если мы захватим корпорацию Лу, далеко не уйдем. Работать вместе, разве это не хорошо для всех? Хорошо, если вы не убьете меня, остальное можно обсудить. Тогда покажи свою искренность. Сначала скажи несколько полезных сведений. Посмотрим, стоит ли это твоей жизни. Если я сейчас скажу, то это будет бесполезно, и меня убьют быстрее. Я же сказал, твоя собственная ценность больше. Если ты искренне сотрудничаешь с нами, мы, конечно, не убьем тебя. В любом случае, я сейчас не убегу. Так что не лучше ли тебе прямо сейчас перевести меня в другое место и подлечить мои раны? Остальное позже обсудим, не спеша. Эта девчонка тянет время. Пусть люди из зала Белого Тигра быстро действуют. Видимо, ты предпочитаешь жесткие методы. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. По мне, какого черта с бабой церемониться? Просто перерезать ей сухожилия на руках и ногах, и дело с концом. А? Оставьте ей жизнь. Она еще пригодится. Ничего страшного. Даже если сегодня я стану калекой, мои родители обязательно отомстят за меня. Вперед! Быстро пошлите кого-нибудь проверить, что там происходит. Босс, связь прервалась. Не обращай внимания, возможно, у них какое-то срочное дело, и они заняты им. А вы продолжайте с ней. Босс, беда. Снаружи много людей. Они окружили это место. А где те парни, что снаружи? Почему они не пришли? Предупредить нас? Возможно, их всех устранили. Похоже, это не местные силы. Скорее, международные наемники. Мои братья даже тени. Не видели? И их нет. Международные силы вторгаются в Южный город, а мы ни сном, ни духом не знали. Эй, босс, наши ребята все взяты под контроль, снаружи полно. Все их люди окружили так, что не пройти. Похоже, каждый из них опасен. Вы кто вообще? Что вы здесь хотите? Не торопись. Всем не двигаться. Подождем босса. Тогда и поговорим. Я сказал, всем не двигаться. Этот мерзавец Лубашань, я всего лишь похитил дочку семьи. Лу, как же я нарвался на так и тенью дала. Устрашающую силу. Раз так лучше сначала разобраться с Лу Цзиньяо, чтобы она не сбежала и не создала лишних. Проблем убей ее, семья Лу не так быстро сможет выйти на него. Это будет отчетом перед Лу Башанем. Что делать? Босс я. Как вы требовали, окружил всех. Сестра. Но манеры и одежда совсем не похожи на одного человека. Это совпадение? Шеф, я все сделал, как вы требовали, окружил всех до одного. Это правда ты, сестра? Сестра. Посмотри на себя, как долго ты была без меня, и уже довела себя до такого состояния. Сестра.
Никудышная, не плачь. Сестра за тебя отомстит. Прежние раны еще не зажили, а уже новые. Пойдем в больницу. Нет. Я хочу своими глазами увидеть, как сестра накажет их за меня. Хорошо. Говорят, сильный дракон не давит местную змею. Сегодня. Я как раз и надавлю. Госпожа, пощадите меня. Все, что хотите. Только умоляю, пощадите мою никчемную жизнь. Пощадить тебя? А как же обида, причиненная моей сестре? Но ты когда бы ты меня не рассердил, но именно когда моя сестра только что прикрыла меня от пули, и я как раз чувствую себя виноватой, ты сам лезешь под пули. Все за тех двух стариков они подослали. Госпожа Лу, я просто делал работу за деньги. Слушай, оставь мне жизнь. Я убью Лу Байшаня и Линь Чэньюя. Кого убить, я решу сама и сделаю это своими руками. Не тебе, мертвецу, рассуждать. Мертвец. Сестренка, как хочешь с ними поступить. Старшая сестра, у меня рука болит. Старшая сестра, осторожно. Старшая сестра, ты такая крутая. Все, что ты сделал моей сестре, я на твоей шкуре отомщу до последней капли. Уже испугался? Испугалась? Конечно нет, старшая сестра такая крутая. Ты просто супер. На свете есть такие крутые женщины, и такая крутая женщина еще и моя сестра. Уберите их. Есть. Пошли, идем домой. Домой. Но ты вся в ранах придумала, что сказать дома. Не говорить же правду. Может, сочинить ложь во благо. Верно. Старшая сестра, теперь я могу пользоваться твоей властью. Запомни, ты первая леди столицы. Я не позволю тебе так говорить о себе. И что? Как хорошо иметь старшую сестру. Теперь моя очередь быть талисманом. Пошли. Самое срочное — найти Джиджи и Яо-Яо. Быстро отправьте всех. Быстрее. Есть. Привет, мам, пап. Старший брат, второй брат, третий брат. Вы. Почему вы все стоите у двери? Чичи, хорошо, что с тобой все в порядке. Нам нужно сейчас же найти твою сестру. Сестренка. Сестра здесь. Я здесь. Яо-Яо. Лу Байшань и Линь Чэньюй хотели навредить сестре, но Байхучтан внезапно явилась мстить. Сестра воспользовалась моментом и сбежала. Затем и встретила меня. Мы вместе вернулись. Байхучтан. Почему они пришли к Лу Байшаню? Я тоже не знаю. Мам, пап, мне страшно сегодня ночью. Я буду спать с сестрой. Какая же ты большая, а все спишь с сестрой. Вот именно, договаривались же быть злобной сестрой. Даже не притворяешься. Не твое дело. В будущем. Мы с сестрой лучшие на свете. Сестренка, ты правда раньше выросла в таком месте, как трущобы? Нет. Но бывало.
Мне все равно очень жаль сестру. Не дергайся. У тебя еще бинты. Сестренка, те люди сегодня действительно все твои подчиненные. Ты сегодня специально пошла меня спасать, да? Сегодня я правда думала, что чуть не умерла. В следующий раз еще будешь? С тобой, конечно, буду. Ты же глава Цзюхуанхуэй. Ладно, я поняла. Это наш с тобой маленький секрет. Это между нами маленький секрет. Кстати, сестренка, Цзюхуанхуэй, что это за группировка? Не группировка. Это организация убийц. Оказывается, профессиональные убийцы. Сестренка, а меня не прирежут во сне? И не грохнут? Не волнуйся, твоя жизнь меня не интересует. Сестренка, говорят, у вас каждый заказ целое состояние. Ты что, супер богатая? О, нормально. Ты отмазываешься. Сестренка, ты будешь меня защищать, правда? Угу. И будешь разгребать мои проблемы. Угу. Отлично. Эх. А потом, когда я поправлюсь, я обязательно всех, кто меня бесит, проучу. Ни старых, ни малых не пощажу. Сестренка, ты говорила, что можно выйти замуж за этого Пэй Цзиньвана. Неужели ты и правда за него выйдешь? Чтобы скрыть личность, мне пришлось так сказать. Иначе родители бы заподозрили. Тогда я спокойна. Этот супер бездельник совсем тебе не пара. Кстати, сестренка, а ты влюблялась? А есть кто-то, кто тебе нравится? Кто мне нравится? Стой. Не ожидала, что на это задание сам глава Есяо явится. Ты тоже. Отдай вещь. Посмотрим, сможешь ли ты. Я проиграл. Забирай вещи. Ух ты! Такой сильный человек достоин моей сестры. И что потом? Есяо и Цзюхуанхуэй. Обе первые организации убийц. Вечно соперничают. Мы с ним. В этой жизни вряд ли пересечемся. Сестренка, судьба такая штука. Никто не знает. Сестренка, даже если у тебя появится мужчина, я должна быть для тебя самой важной. Раньше я не замечала, насколько ты ко мне привязана. Давай спать. Иди спать. Лубошань и Линь Шэньюй. Нужно решить как можно скорее. Чиджи, ты понимаешь, что мы говорим? Хорошо, что понимаешь. В общем, держись подальше от этих двух стариков. Понял? Еще неизвестно, будет ли у них будущее или нет. Чжи-Чжи, ты будешь винить родителей за жестокость? Конечно, нет. Пошли проведаем Яо-Яо. Ого, и ты дождался этого дня, даже ходить не можешь. Сестры кровать большая и мягкая. Я и не хочу двигаться.
Ты уже взрослый? Как не стыдно. Еще спишь с сестрой Чичи. Не твое дело. Даже не думай. Сестра вчера сказала, что мы с ней лучшие подруги. А ты иди куда подальше. Уступи младшей сестре. Она еще ранена. Ладно. Я виноват. Не буду спорить с больной. Кстати, старший брат, как у вас дела? Тебе не нужно вмешиваться. Твоя главная задача сейчас хорошо восстанавливаться. Шеф Лу Башань и Линь Шэньюй уехали за границу ночью. Сбежали в корпорацию Синьчжоу. Убежали довольно быстро. Поставь за ними слежку. Время от времени пугай их. Запомни, не убей. Я хочу, чтобы они вечно жили в страхе. Хуже смерти. Хорошо. Кстати, шеф-разведка выяснила, что тень главы Филина тоже приехала в Нанчен. Что? Задействуй всех разведчиков. Выясни передвижение Тени. Я хочу как следует встретиться с ним. Госпожа молодой, господин Пэй, нанес визит. Говорит, что слышал, что вторая молодая госпожа снова ранена. Вторая молодая госпожа сейчас не может принимать гостей. Так что, как вы смотрите? Зал Белого Тигра уже очищен. Вчерашние события строго засекречены. Даже Лу Башань и Линь Шэньюй не могут найти зацепку. А Пэй Цзиньван уже выяснил. Госпожа Лу, давно не виделись. Давно не виделись. Господин Пэй сегодня пришел по какому делу? Ай, Чичи называть меня господин Пэй между нами не слишком ли официально? Зови меня просто по имени. Хорошо, господин Пэй. Ты еще не ответил на мой вопрос. Ах, в основном я слышал, что вторая. От кого слышал? Ну. Слышал. Тогда сменим вопрос. Господин Пэй, подарок, который вы отправили моей сестре в прошлый раз, откуда он взялся? Ай. Я столько лет прожил в Нанчене, иметь некоторые связи — это нормально, верно? Так, господин Пэй сегодня пришел. И навестить, и извиниться. Потому что моя информация была неверна, из-за чего управляющий Чоу повел отборных людей семьи Лу ловить кого, и поэтому никто не присматривал за второй госпожой. Это уже не твое дело. Конечно, мое. Сестра тяжело ранена, не может принимать гостей. Подарок доставлен, можешь идти. Нет. Я с трудом пришел, это, по крайней мере, это. По крайней мере, дай мне выпить несколько чашек чая, прежде чем уйти. Пэй. Пей, что хочешь. Господин Пэй, пейте. Еще горячий. Горячий. Господин Пэй, если вы не скажете, чай действительно остынет. Ай, ну, вы же знаете, в основном, эта семья – мой старик. Сильно торопит с женитьбой. Господин и госпожа отсутствуют. Этот вопрос обсудим позже. Нет, не нужно госпожи Лу и господина Лу присутствовать лично. Я пришел сегодня. Главным образом, чтобы узнать мнение вашей барышни. О, так вот в чем дело. В последние дни мы как раз обсуждаем это. Когда через пару дней у родителей будет время, они, наверное, поедут в семью Пэй, чтобы обсудить расторжение помолвки. Что? Господин Пэй, чтобы избежать брака, даже уехал за границу. Чтобы избежать того, что вы, наследник, поссоритесь с семьей, вся наша семья единогласно решила все же расторгнуть помолвку. Все будут рады. Нет. Я не такой. Господин Пэй, наверное, очень рад? Не спешите. Подождите возвращения родителей, я потороплю их. Каким глазом она увидела, что я рад? Госпожа, беда. Вторая госпожа, неизвестно по какой причине злится. Идите скорее посмотрите. Чичи.
Господин Пэй? Прошу. Пап, Пап, ты должен за меня вступиться. Это касается будущего твоего сына, важного дела. раньше надо было. Устраивать скандалы — это ты умеешь, да? Ну вот, теперь, те две сестры. Ни одна на тебя и не посмотрела. И тебе не стыдно просить меня идти свататься? Мне все равно. Если ты не пойдешь, я сделаю так, что род Пэйв прервется. Ничтожество. Вечно угрожаешь отцу. Раньше ты же просил не вмешиваться. Ладно, не ходи. Но если семья Лу придет расторгать помолвку, ты ни в коем случае не соглашайся. Я действительно. Жалко терять эту помолвку. Если нравится, сам и добивайся. Ты же умеешь быть нахальным, да? Если бы я был наглым, то, может, и добился бы. Ты сколько уже на нее запал? Давно. Твой сын ради нее и вернулся на родину. Иначе кто бы захотел видеть твою кислую рожу? Паршивец, по морде хочешь? В любом случае, если не хочешь, чтобы род Пэйв прервался, то помоги мне. Свою жену завоевывай сам. Вон. Эй, господин, пошли. Судя по всему, мы снова бездомные. Что бормочешь? Где угодно можно поспать. А дело, которое вы поручили, господин, еще делать? Не надо. Следите за семьей Лу, за теми стариками только. Слышишь? А мы еще помогаем? Это семейное дело семьи Лу. Мне неудобно вмешиваться. К тому же, теперь она здесь. Во мне нет нужды. Так что, судя по всему, Господин действительно никуда не годится. Если бы я был семьей Лу, я бы такого даже в зятья не взял. Прочь. Сестренка, тебя что, какой-то парень лис увел, и ты меня бросила? Я просто хотела его спровадить. Этот парень хитрый и красноречивый. Ты ни в коем случае не дай себя обмануть. Ладно. Все как скажешь. Папа, Лубашань и Линь Джинью избежали, бросив все. Они вернулись в корпорацию Синьчжоу. Чиджи, откуда ты знаешь? Конечно, я проверила. Что же делать? Они уехали за границу. Как черепахи, прячущие голову. Мы ничего не можем сделать. Не спеши. Как раз в этот промежуток времени. Их приспешников в Наньчине нужно полностью уничтожить. Кстати, завтра семья Се устраивает банкет. Нам прислали приглашение. Особо попросили Чиджи прийти. Почему именно сестру? Наверное, из любопытства хотят увидеть. Может, и не только. Возможно, у них планы на Джиджи. Было бы неплохо породниться с семьей Се. У них много подходящих молодых господ. Наша Джиджи может выбрать. Все они уроды. Что там выбирать? Младшая сестра, молодые господа семьи. Все лучшие из лучших. Почему ты называешь их уродами? Ты можешь быть одна всю жизнь. Не тяни за собой Джиджи. Да, они совершенно не подходят моей сестре. Во всем мире, кто может быть достоин моей сестры, достоин только один. Можно сделать одолжение семье Се. Я с большим братом схожу посмотрю. На банкете будет много людей и глаз. Обязательно присмотри за сестрой. Не дай каким-нибудь мужчинам ее обмануть. Хорошо. Сестренка, ты обязательно должна защитить старшего брата. Госпожа, вы меня искали? Дядя Чжоу, впредь слова моей сестры вы должны выполнять безоговорочно. Не спрашивая почему. Со временем вы сами все поймете. Хорошо. Завтра отправляйтесь в 9-й Феникс. Все дела сотрудничайте с ними полностью. Что касается остального? Оборвали и ладно.
Не слишком ли это рискованно? Ты не понимаешь. Просто делай, как я сказала. Это стопроцентно беспроигрышный вариант. Ладно. Завтра я пойду к ним напрямую и поговорю с главным. Да просто назовите имя моей сестры. Госпожа, Цзиньван. Когда наше влияние проникало в южный город, это заметила твоя будущая жена. Похоже, пора ей открыться. Будет ли у тебя такой шанс? Эй, старик, уже зовешь меня обратно. Скажи пару ласковых. Я подумаю. Завтра банкет у семьи Се. Не пойду. Ну ладно. А я слышал, что старшая дочь семьи Лу будет там. Не хочешь — не надо. Вот и шанс появился. Бабушка Се. Это дети семьи Лу? Проходите, входите, дайте взглянуть. Здравствуйте, бабушка Се. Это моя сестра Лу Чжифу. Здравствуйте, бабушка Се. Чи-чи, девочка моя, похожа на мать и немного на бабушку. Смотрю, и сердце радуется. Чи-чи, если что, чаще приходи к нам. Поболтай со старухой. Если попадешь в беду, я заступлюсь за тебя. Спасибо, бабушка Се. Ладно, идите в банкетный зал, молодежь уже там. Хорошо. Разве не говорили, что Лу придут? Уже все началось, а их все нет. Говорят, Лу Цзиньяо раньше пострадала. Наверное, до сих пор не оправилась. Так что ей неудобно появляться. Похоже, все девушки из семьи Лу просто пустышки, которых берут в жены для красоты. Как думаете, неужели и с ней что-то случилось? Логично. Даже всегда расчетливая и осторожная Лу Цзиньяо попалась. Как она могла остаться невредимой? Говорят, внутренняя борьба в семье Лу уже вышла наружу. Она ничего не понимает. Угадайте, сколько она протянет. А давайте заключим пари. Давайте. Брат, успокойся. Рты у них на месте, пусть говорят. Мне все равно. Джиджи, не волнуйся. Мы тебя защитим. Бабушка, видимо, намерена породниться с семьей Лу. Она специально наказала нам ладить со старшей дочерью Лу как следует. Учитывая наши отношения, разве мы можем их игнорировать? Кстати, ты ведь в прошлый раз был в обители зеркал, видел старшую дочь Лу? Ну как? Она божественна. Погоди, брат, сам увидишь и поймешь. Это Лу Чиньянь. Лу пришли. Пошли. Познакомлю тебя с ними. Хорошо. Янь, ты нечестный. Такую славную сестру и только сейчас решил нам показать. Чжифу, в следующий раз выходи с нами гулять, мы всегда рядом. Заходи в гости почаще, у нас дома несколько сестер, примерно твоего возраста. Вам точно будет о чем поговорить. Эти люди меняют маску как перчатки. Пошли. Я старший, Се Сяо. Я второй, Се Юй. Сестренка, они все из семьи Се, неженатые парни, с чистой биографией. Если кто понравится, скажи старшему брату. Старший брат, я еще маленькая. Прибыл наследный принц южного города. Приехал наследник южного города. Действительно редко. Вернулся глава бездельников. Теперь будет весело. Не обращайте на меня внимания. Развлекайтесь. Я просто прогуляюсь. Господин Пэй, неужели вы пришли ради старшей мисс Лу? Все, теперь наш господин действительно попался. Чиджи, снова встретились. Чиджи, тот разговор мы не закончили. Может, выйдем поговорим? Я. Как раз хотел с тобой поговорить. Кто разрешил ему называть меня по прозвищу? Дядя Лу. Чжиджи. Пэй Цзиньван действительно положил глаз на старшую мисс Лу. То, что он устроил только что, было как заявление прав. Семьи Пэй и Лу и так были помолвлены. Теперь у нас не осталось шансов. Господин Пэй, между мужчиной и женщиной не должно быть физического контакта. Ты так держишь меня неуместно, не так ли? Моя вина. Я был бестактен.
В следующий раз нужно сначала спросить разрешение у старшей мисс Лу. Ты хочешь, чтобы был следующий раз? Да. Даже подумать нельзя. Ты же только что называл меня Джиджи. Почему теперь передумал? Я не передумал. Если тебе нравится, я могу называть тебя как угодно. Я не разрешала. Между прочим, ты должна меня поблагодарить. Если бы я не оттащил тебя, ты бы все еще была окружена этими господами и барышнями. Здесь тихо и спокойно. Подожди. Как же спокойно. То есть, я должна тебя благодарить? Я не злюсь, что ты испортил мои дела с братьями Сэ. Хорошего было мало. Что за хорошее? Помешал мне с ними поболтать. Что с ними болтать? Ты что, на кого-то запала? Вот и думаю. Старший брат Се — сдержанный. Второй брат Се — нежный, элегантный. Это все только внешность. Они притворяются. Тогда притворись для меня. Если хочешь, я могу притвориться кем угодно. Мы раньше не встречались? Конечно, я твой парень по судьбе. Еще слово, и я ушла. Эй. Короче, по поводу брака по сговору. Моя семья уже подыскивает новую невесту. Нет, невестой могу быть только я. Что эта семья из себя представляет? А ты разве не с Яо-Яо? Вы же росли вместе. Какая еще любовь с детства? Не клевещи на меня, ладно? Кроме того, детская любовь не сравнится с внезапной. И что? Назови мне причину выбрать тебя. Я буду боготворить тебя, как предка. Что скажешь, то и будет. Дом и машину запишу на тебя, и дети могут быть с твоей фамилией. Я могу войти в вашу семью. Ты слышишь, что говоришь? Столетнее наследие семьи Пей? Как позволит тебе войти в чужую семью? Я серьезно. Есть еще одна причина. Я — ночная сова. Господин Пей, не думайте о ночном перекусе. Мисс Ван и мисс У выясняют, кто достоин вас. В банкетном зале уже драка. Я ничего не знаю. Гарем в огне. Не пойдешь посмотреть? Какой у меня гарем? Быстрее, пожар. Стоять. Я настоящая невеста господина Пэй. Вчера вечером он пригласил меня смотреть на Луну. Небеса меня погубят. Вы кто такие? Вас наняла семья Се, да. Игра ужасная. Убирайтесь отсюда. Что сегодня с молодым господином ПМ? Так груб с девушками. Наверняка здесь мисс Лу. Ему нужно притворяться. Мисс Лу. Те две женщины только что чуть не подрались из-за Пэй Цзиньвана. Какой позор. У молодого господина Пэя ужасный характер. Может, в будущем будет склонен к насилию в браке. Не лучшая пара. Тилаоэр, ты что, хочешь, чтобы тебя отлупили? Что, ты хочешь на глазах у мисс Лу ударить меня? Ну давай. Уведите их обеих. Неизвестно, откуда они взялись. Где моя Чиджи? Куда вы ее спрятали? Что значит твоя Джиджи? Помолвка еще не заключена. Хватит болтовни. Где она? Обиделась, ушла. Видишь? Такой, как он, неудачник. Когда женится, точно будет подкаблучником. Конец. Бабушка Сэ. Бабушка Сэ, почему вы сидите здесь одна? Молодежь гуляет, а я, старуха, не буду мешать. Пусть они веселятся на полную. Ах, ну зачем ты пришла? Тебе не весело? Или мои два сорванца? Плохо о тебе заботятся? Нет, нет. Они слишком любезные. Я не выдерживаю. Вот,
Вышла проветриться. Как раз побудь со старухой поговорим. Что случилось? Ну, там была дикая кошка, хотела подойти. Я бросила что, то и прогнала ее. Дикая кошка? Откуда в доме Се дикая кошка? Что это за женщина? Отступаем. Это. Бабушка Сено, вы не испугались? Похоже, я не испугалась. Хорошая девочка. Спасибо тебе. Никогда бы не подумала, что кто-то в эту ночь во время банкета проник в дом Се. Все в порядке, уже все улажено. Я не сплю? Кто же это такие? Профессиональные убийцы. Эй, Сегодня столько людей проникло в дом Се, наверняка есть предатель. Бабушка Се, пора навести порядок в доме. Я понимаю. Быстро. У госпожи проблемы. Идите проверьте. Нет, мне надо идти. Нельзя, чтобы брат меня увидел. Бабушка Сето, что случилось сегодня? Пожалуйста, сохраните это в тайне. Госпожа, вы в порядке? Неужели там тоже что-то случилось? вот она. Она виновата. Виновница она. Джиджи, ты в порядке? В порядке. Это... Что случилось? Мисс Лу, как вовремя. Только закончилось, а вы уже здесь. Только что. Неужели вы пошли искать своих сообщников? Мисс Лу, эти люди вам должно быть знакомы. Почему я должна их знать? Они разве не ваши сообщники? Лу Джифу, теперь все раскрыто. Ты не можешь бросать своих. Кто ты? Что? Отрекаешься от нас? Мы с детства росли в трущобах. Ты долго с нами была. Не думай, что, вернувшись в семью Лу, ты стала принцессой. Выдуманная мной личность не ожидала, что кто-то использует это для своих игр. Лу Джифу, события этой ночи были твоей идеей. Ты велела нам прийти в дом Се и поживиться. Если нас поймают, ты тоже в ответе. Сестренка, ты правда его знаешь? Нет. Лу Джифу, улики налицо. Что ты можешь сказать? Внешность обманчива. С виду она благородна и скромна, а оказалось, что она совсем другая. Верно. Те, кто из таких мест, гнилые до мозга костей. Просто семья Лу хорошо ее упаковала. Вся эта ситуация сегодня задумана, чтобы опорочить меня, сорвать помолвку Пэй и Лу, и даже госпожа. И мы станем врагами с домом Се. Семья Лу окажется в изоляции. Потери будут огромны. Какая наглость! Как вы смеете клеветать на мою сестру, Чао-сан? Смерти ищешь? Брат, не злись. Я разберусь. Госпожа Лу, что еще хочешь сказать? Да. Говори. Я ваш внутренний агент в доме Се. Точно. Как всем известно, я впервые в доме Се. Совсем не знаю территорию дома Се, не говоря уже о том, чтобы использовать средства, чтобы провести людей внутрь. Резонно. Конечно, в доме Се есть предатель, работает с тобой и действует с нами сообща. Что за чушь ты несешь? Не веришь? Ты только что ходил к госпоже Се, не так ли? Госпожа Се уже мертва. Это Лу Джифу привела людей и убила. Что ты сказал? Что с моей бабушкой? Это же территория дома Се. С моей бабушкой ничего не случится. С госпожой Се случилась беда. Стой. Не паникуй. Он врет. Ты почему так уверен? Старая госпожа Се уже мертва. Неужели это ваш план? Хотели свалить вину на меня? Разве мы не вместе это планировали? Теперь ты отказываешься? Голословно. А доказательства? Не веришь, проверь. Старуха уже сдохла.
Эта мисс Лу действительно жестока. Старая госпожа Се, жива-здорова. Кто пожелал мне смерти? Я, старуха, не так легко умру. Я, старуха, не так легко умру. Почему ты цел? Так хочешь, чтобы со мной что-то случилось? Что у вас на уме? Действительно, в дом проник убийца, чтобы напасть на меня. Однако, уже устранен. Признавайся честно. Кто заказчик? Берегись, кто-то может убить, чтобы замести следы. Какой еще заказчик? Что? Не хочешь говорить? Я сказал. Ты меня отпустишь? Я, старуха, держу слово. Если ты назовешь заказчика, я не буду с тобой ссориться. Хватайте его, он пустил скрытое оружие. Ты второй сын в нашей семье. Люди во дворе. Мама, я его не знаю. Второй господин Се собирается убить, чтобы замести следы. До сих пор не сознаешься? Се Сюань, ты меня подставил. Девчонка из семьи Лу. Что за чушь ты несешь? Когда я хотел? Все видели скрытое оружие, только ее слова. Оговор. Заволновался. Кто может доказать, что это он сделал? Ты с первого слова выносишь приговор. Уверены, что не подталкиваете его? Я лишь воспользовалась его потерей самообладания, чтобы спровоцировать его. Второй господин Се уже испугался. Ты. Се Сюань, девушка Лу, благодетельница семьи Се. Следи за своим тоном. Господа, моя семья Лу в течение 3 дней выяснит правду и даст ответ семье Се. Но до этого никто не посмеет клеветать на мою сестру, поливать грязью. Моя сестра сегодня испытала сильный шок. Я отведу ее домой отдохнуть. Прошу прощения, я вынужден уйти. Брат. Не торопись. Я тоже хочу знать правду. Давай подождем еще немного. Эй. Вы бы лучше никого не трогали, а то нарвались на нее. Все в сборе. Выкладывайте улики, чтобы они увидели. Ой, это же Шурин второго господина Се? Да. Второй. Вто. Тебе есть что сказать? Что это доказывает? Все подстава. О, подстава, значит. А это что? Доказательство перевода активов семьи Си. Хочешь взглянуть? Госпожа Чичи. Я крут, правда? Неплохо. Неблагодарная тварь. Вон отсюда. Жди наказания. Мама, это все ваши домыслы, лишь догадки. Есть ли реальные доказательства, что я за всем стою? Ты мне так не доверяешь? Верно. Отец с детства ко мне несправедлив. Тебе нужны более весомые доказательства. Ладно. Когда найду улики, напрямую связанные с тобой, я тебя не пощажу. Уведите его под стражу. Мама. Уводим. Гости, извините меня. Вы стали свидетелями позора. Прием не удался. Прошу прощения. Госпожа Се, в вашей семье случилось такое. Тогда мы, пожалуй, откланяемся. Да, госпожа Се, в семье завелись предатели. Но они осмелились оклеветать старшую госпожу Лу. Поскорее разберитесь, чтобы дать госпоже Лу объяснение. Не спешите. Дела семьи Се улажены, а мои еще нет. Дело Се Сюаня. Мы расследуем. Что касается людей из трущоб, оставлю тебе. Госпожа Си, у меня есть кое-что информация о партнерах Се Сюаня вас интересует. Молодой господин Пэй, такой любезный.
Что вы хотите? Вы несправедливы ко мне. Мне ничего не нужно. Я хочу подарить вам. О. Муж и жена одно целое. Чиджи и так помогла семье Се. Я должен отблагодарить. Тогда спасибо, господин Пэй. Что задумала семья Лу? Мы гости. Не дают нам уйти? Это территория Се, семья. Лу здесь не главное. Мы не имеем к этому отношения. Господа, не паникуйте. Настоящие гости могут уйти. Но затесались две крысы. Если их не выявить, никто не будет спокоен. Никто не признается? Ничего. У меня полно времени. Кто это сделал? Выходи, еще и нас хочешь подставить. Хочешь и дальше бывать в южном городе. Признайся сейчас. И обидишь только семьи Се и Лу. Если тебя поймают, всему кругу. Если никто не скажет, тогда мы поиграем во что-то интересное. Раньше ты называл меня вульгарной, способной на любую подлость. Я все это выдумал. Но я помню зло. Последние 3 секунды. Иначе. Это я? Хватит считать. Крысы пойманы. Господа, можете быть свободны. Эта девчонка очень странная. Одолжи нож. Такой злой язык. Лучше вырви язык. Госпожа, отпусти меня. Я виноват. Кто подослал? Упрямый тип. Чиджи, ты. Брат, я в порядке. Барышня Чиджи, твой образ Пай, девочки, рушится. Мне все равно на мнение других. Снова. Последний раз. Даю тебе еще один шанс. Кто тебя подослал? Я скажу. Брат, отведите его на допрос. Это ты сказал, что я главная виновница. Нет. Ты сказал, что я гнилая изнутри. Нет, не я, Ай. Не я. Госпожа Лу, я виновата, у меня злой язык. Прости. Если еще раз, так легко не отделаешься. Проваливай. Ладно. Будущая жена. Твой образ Пай, девочки, похоже, действительно рухнул. Госпожа, Я тебя провожу. Ты меня игнорируешь? Моя сестра, уходя, велела мне не подпускать ни одного мужчину к Джиджи, включая тебя. Шурин. Это не слишком бесчеловечно? Моя сестра не хочет тебя видеть. Я только скажу Джифу одно слово. Всего одно слово. Давай быстрее. Хочешь увидеть главу ночной совы? Тень. Откуда ты знаешь его передвижение? Я в южном городе, что угодно могу разузнать. Завтра в 8 вечера VIP, номер в отеле Хайчен. Сегодняшнее дело. В конце концов, получилось или нет? Почему до сих пор нет вестей? возможно, они еще не выбрались. Шеф в беде. Все 3 линии провалились. Связь полностью потеряна. Что случилось? Как такое возможно? Где именно произошла ошибка? Мы не можем сидеть сложа руки. Нужно снова создать им проблемы. Шиджи. 2 парня из семьи Се. Есть кто-то? Кто тебе нравится? Оба хороши. Хорошо, ладно. Чаще общайтесь. Сестра. Сестра, ты наконец вернулась. Они посмели напасть на семью Лу. Сестра, возьми меня. Разнесем их логово.
Можно. Сказать родителям? Нет. Мы тихонько сделаем большое дело. Сестра, можешь дать мне немного карманных денег? Родители не дали? Так ты ведь слишком богата. Миллиард. Бери, трать. Пусть меня осчастливит 313. Выполняем план Б. Я хочу, чтобы в семье Лу было неспокойно. Завтра вечером в 8. VIP. Люкс в отеле Хайчен. Вы госпожа Лу, верно? Наш глава, внутри. Откуда он знал, что я приду? Во всем южном городе. Нет ничего, чего бы он не знал. Оказывается, знаменитый убийца Цзюхуан. Это старшая дочь семьи Лу. Слышал, ты меня искала. Что нужно? Наша прошлая схватка не выявила победителя. Я все хотела снова с тобой сразиться. Ты что, в меня влюблен? Ай. Точно ты. Решил надо мной пошутить? Выдавать себя за главу ночной совы. Забавно? Чжиджи, я правда. Я действительно. Глава, стоит ее остановить? Какого черта? Нет. Как так получилось? Шеф, я кое-что интересное нашел. Говори быстрее. Пэй Цзиньвань со всеми силами южного города. Уличные банды и мафия все подчиняются ему. Все слухи о его разгульной жизни он сам же и организовал. Может быть, он готовит что? То крупное. Неужели он и правда глава ночной совы? Но его лицо никак не вяжется с тенью. Проверь, какое его прошлое за границей. Особенно. Не сталкивался ли он со мной в бою? Есть. Молодой господин. Скажите, вы на этом банкете семьи Се хлопочете туда-сюда, а семья Лу даже вида не подала. Стоит ли оно того? Стоит. Тогда почему мы, делая дела, оставляем хвосты? Хвосты? Иначе как бы она меня заметила. Ты ни черта не понимаешь. У молодого господина любовный дурман. Безнадежен. Я тебе не говорил. Поехали. Дядюшка скоро подойдет. Человеку уже за 30, а он умудрился потеряться. Я пришла. Это для моего племянника и племянницы тщательно выбранные подарки. Я должен нести их сам, чтобы показать искренность. Это Джиджи, верно? Часто слышал от старшего брата и невестки, действительно умная и сообразительная. Здравствуйте, дядя. Карманные деньги. Покупай, что хочешь. Дядя, что ты там тайком делаешь? А мой подарок? Как я мог забыть? Вот подарок для Яо-Яо. Слышал? Ты пострадала? Поправилась? Если бы ты вернулся еще позже, мои раны уже почти зажили бы. У тебя в последнее время дела идут неплохо? Так щедро тратишь, крупно заработал. Приехал на несколько дней отдохнуть. Весело. Когда вся семья в сборе, неплохо. Жаль, что Байшань и Джен Юй сбежали, оставив кучу проблем. У них конфиденциальная информация корпорации. Если прижать, будут проблемы. Я тоже ничем не могу помочь,
Но денег хватит, не нужно твоей помощи. Тебе просто нужно взять Чиджи и хорошо провести время с Яо-Яо. Не то что я. Никуда не могу пойти. Все из-за тех подонков. Они. Чиджи. Завтра отведу тебя гулять в Южный город. Отлично. Но я договорилась пойти в семью Пэй поблагодарить дядя. Хочешь пойти с нами? Сестра. Тот Пэй Цзиньван, он злой, ни в коем случае не дай себя обмануть. Хорошо. Как раз я встречусь со старым другом, поболтаю. Чжиджи, наконец-то пришла. Здравствуйте, дядя. Я сначала покажу Чжиджи окрестности. Убери лапы. Я виноват. Обещаю, что впредь больше никогда не повторю. Ты притащил меня сюда. Что хотел сказать? Я серьезно. Я очень-очень серьезен. Серьезно хочу сказать тебе. Можно ли пока не говорить о расторжении помолвки? Причина? Дай мне несколько месяцев, и я докажу. Ты убиваешь, я подаю нож. Ты поджигаешь, я подливаю масло. Когда я говорила, что собираюсь убивать и поджигать, я же благородная девица из знатной семьи. Ладно, понял, госпожа. Как скажешь, так и будет. Однако, я не дам тебе никакого времени. Это зависит от того, когда сможешь пройти через мою семью. Правда? Ты так радуешься? Какой же ты никчемный. А если госпожа захочет, я буду всю жизнь хоть собачьим слугой. Сяо Ванзы, составь мне компанию любоваться пейзажем. Эй! Старшая сестра, возвращайся скорее. Не связывайся с этим упрямцем. Хорошо, хорошо. Я сейчас вернусь. На самом деле, Яо-Яо легко успокоить. Особенно ты ей очень помог. Ты имеешь в виду, что тот, кто обидел ее, вернулся в логово? Предоставь это мне. Тогда я пошла. Ну как, та девушка впечатление о тебе улучшилось? Ты совсем бесполезен. Как так принимал ее так мало времени? Что я мог поделать? Ее сестра пришла добиваться внимания. Я не мог конкурировать. Ты не мог бы быть еще настойчивее? В следующий раз. В следующий раз. Я твой отец. Ты вырос таким большим и ни разу не сказал мне ласкового слова. Почему перед ней? Соло, как перепелка. Хочешь послушать мою историю? 5 миллионов. Я тебе подробно расскажу. Давай, говори. Деньги уже поступили. Чего ты тянешь? Эй, это дело. Негодяй, признавайся честно. Иначе я сейчас же пойду к Лу и расторгну помолвку. Помнишь, когда тебе было 12? В 12 лет. До 12. Ты не со своими приятелями в грязи играл. Нечаянно. Раскопал чью-то родовую могилу. Эй, что ты несешь? Это все твои выдумки. Почему ты совсем не заботишься обо мне? Я вообще твой родной сын. Не уводи разговор в сторону. Продолжай. В то время я же просто хотел поиграть. Ушел из дома на 3 дня. Кажется, было такое. Тогда время было неподходящее. Я боялся, что ты будешь волноваться, и не сказал. На самом деле, те 3 дня я вовсе не был побегом, из дома меня похитили. Кто это сделал?
Что ты делаешь? Садись. Это все в прошлом. Ты здесь паникуешь. Что ты делаешь? Ты слушаешь или нет? Помнишь смерть старшего дедушки? Помню. А что? Я убил. Сколько тебе тогда было? Старый бесстыжий. Смерть — это легко для него. Если бы он просто тронул меня в детстве, я бы даже не подумал убивать его. Но он, как назло, после того, как меня похитили и мой спаситель вернул меня живым, я начал расследование и выяснил, что он давно начал травить мою мать. Она умерла при преждевременных родах, а мой брат родился слабым. Все из-за него. Ну, а те сородичи почему ничего не заметили? Они говорили, что он умер от болезни. Потому что у них рыльце в пуху. Доказательства у меня. Им выбили зубы, пришлось проглотить. За эти годы я помог тебе решить немало проблем. Старик, спасибо, что сосватал меня. Если в один прекрасный день ты впадешь в маразм, я ни за что не брошу тебя. Ах ты паршивец. Платишь добром за зло? Да с чего ты взял? Я твой сын, очень даже способный. Где ты был? Не твое дело. Надо терпеть, авось. Приведешь невестку. Дядя, ты правда собираешься познакомить меня со своими дружками? В основном старший брат и его жена дали мне небольшое задание. Вот я и решил заодно взять тебя с собой развеяться. Неплохо. Какое задание? Связанное с семейным бизнесом. Раньше я слышал от старшего брата и его жены, что они не хотели, чтобы ты в это вникала. Но потом поняли, что ты все понимаешь, и попросили меня чаще брать тебя с собой. Так что постепенно вникнешь. Ладно, тогда буду ждать, дядя, когда ты покажешь мне мир. Юаньхэн, а кто эта девушка рядом с тобой? Это моя племянница, Лу Джифу. Ох, так это старшая дочь семьи Лу. Чиджи. Это Юнь Цуэ, наш известный благотворитель из Наньчена, а также один из акционеров торговой палаты. Можешь звать его дядя Юнь. Здравствуйте, дядя Юнь. Ах, девочка, сидеть здесь и слушать, как мы, старики, обсуждаем дела, не скучно? Мой паршивец выехал со мной по делам, он как раз снаружи. Может, пусть он составит тебе компанию, чтобы развеяться? Старый хрыч, ты что, заранее знал? Специально подстроил? Вот именно. Обычно ты не приводишь своего драгоценного сына, а сегодня он вдруг здесь. И после этого говоришь, что не специально? Чжиджи, хочешь остаться и послушать? Или пойти развлечься? Решай сама. Тогда я выйду проветриться, а вы продолжайте. Шеф, будь осторожнее эти дни. Я заметил, что в последнее время люди из Наньчена, страны Z, стали чаще выполнять задания коллеги. Не знаю, не против ли вас они направлены. У них нет таких способностей. Выяснить мои данные. Возможно, они нацелены на старшую дочь семьи Лу, а не на вас, шеф. Ваша внешняя личность... В Наньчене еще есть такая красавица? Неужели она? Вы Лу Джифу, госпожа Лу. Госпожа Лу, позвольте представиться. Меня зовут Юнь Гуйчень. Мой отец Юнь Цюэ. Вы только что встречались с ним внутри. Здравствуйте. Госпожа Лу, вам интересно это место? Я могу проводить вас. Ты где? Быстро возвращайся. Кто-то пришел буянить. Что? Госпожа Лу, извините, там возникла проблема. Мне нужно отлучиться. Подождите. Что случилось, госпожа Лу? Я хочу посмотреть на разборки. Эй. Босс, осторожно. К вам направляется группа людей. Не получится посмотреть шоу. Мне пора уходить. Это она. Похоже, Юй Чень был прав. Действительно за мной. Сколько же людей? Похоже, тот, кто заказал мою голову, заплатил немало. Зачем же лезут на смерть? Я совсем не хочу никого ранить. Но раз уж пришли...
Не дать вам увидеться с Янь Ваном. Как же так? Племянница, с тобой все в порядке. Это отлично. Куда ты ходила? Ты не ранена? Хорошо, что те люди ничего тебе не сделали. Как же ты смогла выбраться? О чем ты говоришь? Вскоре после твоего ухода мы получили сообщение о том, что ты в беде. Они заявили что похитили тебя. Назвали место, дали нам полчаса. Собрать $1 миллиард на выкуп. Иначе убьют заложника. Дядя в одиночку погнался за теми людьми. Да, он действовал слишком быстро. Мы, старики, даже не успели среагировать. Потом мы тоже отправили, как минимум половину людей. Вслед за ним не знаю. Сейчас. Какая там ситуация? В клубе тоже проблема. Группа людей пришла устраивать разборки. Тебе сейчас лучше взять людей и вернуться. Разобраться, дядя. Предоставь это мне. Эй, девчушка! Раньше я тебя не видела. Ты в нашу деревню пришла кого? То ищешь, да? Да, я ищу человека. Тетя, скажите, вы не видели никого подозрительного? Подозрительного человека? Вроде нет. У нас в деревне редко бывают чужаки. Но раньше у нашего соседа Вана сын привел друга. Не знаю, может, это тот, кого ты ищешь? Какой друг? Мужчина лет 30-40. Очень симпатичный. Остального я не заметила. Это он, кого я ищу. Тетя, скажите, вы можете меня проводить? Да, конечно. Иди за мной. Пошли. Пошли. Пошли, пошли. Вон там, впереди. Пошли. Тетя, я вижу, все убираются. Что-то случилось? Это все наш староста велел. Просто делайте, что сказано. Как тихо. Даже детей не видно, никто не играет. Как? То пусто. Дети в школе. Вечером будет шумнее. Правда? Но сегодня? Кажется, суббота. Мы. У нас своя деревенская школа. По выходным тоже уроки. А, вот как? Тетя, мы пришли? Почему остановились? Ну и ну. В семье Лу появилась такая наивная дурочка. Одна в деревню заявилась. И веришь всему, что я говорю. Что вы говорите? Я не понимаю. Что? Конечно, чтобы схватить тебя и шантажировать семью Лу. Молодых легко поймать. Какая нежная кожа. Можно сначала развлечься, а потом вернуть семье Лу. Логично. Вы. Что вы задумали? Мой дядя тоже здесь. Куда вы его дели? Ты про Лу Юаньхэна? Наверное, его уже отрубили руки и ноги. Зачем он нажил себе смертельного врага? Угрожать семье Лу. Тебя одной достаточно. Вы. Куда вы его забрали? Деревня у нас небольшая. Куда еще можно его спрятать? Сбежал. Быстро за ним. Эй, эта девушка непростая. У нее еще и оружие. Она ушла. Быстро избавьтесь от него. Не дайте ей его найти. По телефону. Ты слышал? Твоя племянница молодец. Она владеет боевыми искусствами. Может, скоро ворвется сюда спасать тебя. Как тебе? Ждешь, небось? Она не придет. Но тайные стражи семьи Лу обязательно придут. Тогда никто из вас не уйдет. Пэв, Дауге, хватит с ним болтать. Кончай его. В следующей жизни не перерождайся в семье Лу.
Дядя, держись. Мои люди уже скоро. Простите, господин. Мы немного опоздали. Все люди из Цзюхуанхуэй прибыли? Все за деревней. Окружили деревню. Мы несколько человек прорвались внутрь. Ты присмотри здесь. Сначала обработай раны. Потом отправь в частную больницу Лу. На операцию. Есть. Быстро. Сегодняшние дела. Кто подстроил? Оказывается, они твои люди, девчонка. Наверное, это теневые стражи семьи Лу. Всего лишь несколько человек. И осмеливаются бросать нам вызов? Они не понадобятся. Мне одной достаточно. Неважно, какая она там госпожа. Быстрее прикончите ее. Вы не местные из страны Z. Эту деревню. Вы тоже захватили силой, верно? Да, и что? Мы взялись за это крупное дело. Конечно, подготовились основательно. Скрыть личность – это самое элементарное. А где прежние жители этой деревни? Конечно, избавились. Иначе оставлять раскрывать нашу личность... Тогда вы действительно заслуживаете смерти. Вы из какой силы? Откуда взялись? Почему раньше в Нанчене ничего не слышали? Оставьте 2 живых для допроса. Остальных всех убить. Джиджи. Джиджи, ты не ранена? Я в порядке. Но это моя вина. Заставила дядю волноваться. И поэтому меня подставили. А еще я получила тяжелые ранения. Это пустяки. Если ты ранена, ни в коем случае не скрывай от нас. Независимо от сегодняшнего инцидента и от того, причастны ли к нему те 2 из Синчжоу Групп, нужно разобраться с ними поскорее. Вот как. Тогда я очень жду. Но это дело лучше пока не рассказывать родителям. Тогда, может... Сначала тайно уехать за границу? Братья, вам не нужно беспокоиться об этом. Мы с сестрой запишемся в тур. Сестра, мы приехали в страну Кэй. Далее, что будем делать в первую очередь? Ты совсем обнаглел. Смеешь заставлять меня ждать. Моя вина, моя вина. Но кто тебя заставил спонтанно решить и только потом сообщить мне, что едешь? Сейчас я действительно занят и не могу отлучиться. Я уже предупредил охрану, можешь просто войти. Если я войду и увижу, что ты бездельничаешь, я не против помочь твоей голове переехать. Простите. Госпожа Лу, я опоздал. Прошу прощения. Госпожи, проходите, пожалуйста. Неплохой прием. И дворецкий лично встречает. Боже мой, какой романтичный размах. Это специально устроил молодой господин? Так вот, сегодняшний главный сюрприз здесь просто загляденье. Он собирается признаться в любви, да? Интересно, чья это дочь? Какая удачливая. Госпожа Лу, это наш молодой господин, цветы для вас. Все, сестра, он действительно ради тебя. Это молодой господин Каспер. Да точно он. Пэй Цзиньван. Это ты? Значит, ты Каспер. Устроил это все, чтобы меня разыграть? Что ты говоришь? Это я тщательно подготовил для тебя сюрприз. Значит, ты повеса из семьи Пэй. Верно? Ты еще и глава общества Зеленого Дракона. Да. Теперь ты еще и наследник крупнейшей мафии. Я когда-то спас главу семьи Велериус. У него не было сыновей, и он как раз взял меня в приемные сыновья. У тебя и правда интересная жизнь.
Неужели есть то, о чем неудобно говорить? Нет, нет. Говори. Я все еще твой жених. Чжиджи, выйдешь за меня. Выходи за него. Я нет. Ой, Не надо, не спеши отказываться. Посмотри, что я для тебя приготовил. Свадебный подарок. Первая группа Синьчжоу полностью уничтожена. Второе. Ты все-таки схватил его. В вашем распоряжении, госпожа. Третье. Подожди. Первые два дела такие масштабные. Третье, наверное. Сестра, Я уже немного заинтригована. Третье. Я готов привести семью Пэй, общество Зеленого Дракона, и семьи Виллериус все имущество, взять я. почему у меня плохое предчувствие? единственный наследник семьи Пэй в третьем поколении собирается войти в зятья. Сестра, что скажешь? В зятья не нужно, но первые два подарка я принимаю. Но раз это выкуп за невесту, так не. Передают, упакуйте. И отправьте в семью Лу. Что это значит? Это значит... Сестра согласилась. Так просто? Конечно, не так просто. Не люблю никчемных мужчин. Пусть общество Зеленого Дракона и общество 9 Фениксов честно сразятся. Если ты победишь, я выйду за тебя замуж. Похоже, чтобы завоевать мою будущую жену.